Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить восхитительную восточную сладость – пахлаву. Она янтарно-золотистая, блестящая, с орешком в центре и с нежным ароматом пряностей. Такая нежная, мягкая, сочная и очень красивая. Эта восточная сладость – настоящее произведение искусства. И посмотрите, здесь четко видны все слои. Здесь у меня идут 4 тонких слоя теста и 3 слоя начинки. Как же это вкусно! Я лично просто обожаю пахлаву за ее неповторимый нежный вкус. Эта пахлава тает во рту. Хочется съесть еще кусочек и еще. И самое замечательное, что готовится эта пахлава очень просто и быстро и из самых доступных продуктов. Надо только четко соблюдать рецепт, и у вас получится вот такая красавица. Хранить пахлаву надо при комнатной температуре в герметичном контейнере, чтобы она не подсыхала. В первую очередь для рецепта надо подготовить орехи. Отправлю их обсушиться в хорошо разогретую до 160 градусов духовку примерно на 7 минут. Для приготовления теста мне понадобится в сметану добавляю желтки и экстракт ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Немного все перемешаю. В миску просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Добавляю соль, перемешиваю. И теперь на крупной терке натру масло, окунаю в муку и натираю. Периодически перемешиваю с мукой. Перетираю масло с мукой до получения однородной крошки. Делаю небольшое углубление и добавляю в миску сметану с желтками. Замешиваю тесто. Слишком долго ничего вымешивать не надо. Просто хорошо все соединяем в один целый ком. Если его долго вымешивать, тесто затянется и будет жестким и невкусным. Посмотрите в итоге, какое тесто у меня получилось. Оно очень нежное и мягкое. Накрываю тесто пленкой и отправлю его в холодильник минут на 10-15, чтобы оно отдохнуло. Обсушенные в духовке и уже остывшие орехи измельчу в блендере. Обязательно измельчайте уже остывшие орехи, иначе они будут выделять много масла. Орехи я измельчаю до такого среднего состояния. Не должна быть прямо мука, но орехи и не должны быть слишком крупными, иначе при нарезании пахлавы она будет ломаться. Для приготовления начинки мне понадобится Я очень люблю именно в такие восточные сладости добавлять кардамон. Он придает просто необычайный вкус. Сейчас я извлеку семена из стручков. Они такие ароматные. Конечно, кардамон добавляйте по желанию. Хорошо их растираю в ступке. И сейчас будем готовить меренгу. В чистую сухую миску выливаю 4 белка от крупных яиц. Добавляю щепотку соли и начинаю взбивать миксером до легкой пены. И теперь постепенно всыпаю сахар и, увеличивая скорость миксера, взбиваю все до крепких устойчивых пиков. Во взбитые белки добавляю лимонный сок, добавляю цедру лимона. Они также придадут замечательный аромат. Перемешиваю. Всыпаю кардамон, измельченные орехи. И также по желанию в пахлаву можно добавить изюм. Изюм я предварительно не замачивала, он у меня достаточно мягкий. Хорошо все перемешиваю. И сладкая ароматная начинка уже готова. Разделю тесто на 4 части. Каждый кусочек немного округляю
Тесто очень нежное, оно отдохнуло в холодильнике и абсолютно не прилипает к рукам. Последний кусочек теста я сделала совсем чуть-чуть больше, чем остальные. Это будет у меня верхний кусочек. Выпекать пахлаву я буду вот в такой прямоугольной форме, размер 32 на 26 сантиметров. Выстелила пергаментной бумагой. Я достала пергаментную бумагу из моей формы. Выкладываю сюда кусочек теста. Здесь у меня уже четко видны границы, по которым я должна раскатать тесто. Накрываю его еще одним куском пергаментной бумаги и раскатываю в пласт. Таким образом тесто довольно легко раскатывается и не надо пользоваться дополнительно мукой. Получается вот такой тонкий пласт теста. Перекладываю его в форму. Выкладываю третью часть начинки. Разравниваю. Кстати, очень удобно взвесить миску, в которой вы готовите начинку, и потом очень легко все разделить на 3 части. Сейчас я буду раскатывать следующий кусочек теста. Я взяла еще один кусок пергамента и просто подогнула ему края по размеру моего противня. Кусочки теста, с которыми не работаете, лучше положить в холодильник, чтобы тесто не таяло. Второй кусочек теста я раскатала. Теперь я беру форму, аккуратно накладываю сверху тесто. Снимаю пергаментную бумагу и здесь все поправляю. Снова выкладываю третью часть начинки и разравниваю. Итак, в итоге у меня получится 4 слоя теста и 3 слоя начинки. Выкладываю последнюю часть меренги с орехами. Мне осталось раскатать последний кусочек теста. Как я уже сказала, этот кусочек теста я сделала чуть-чуть больше, чем предыдущие. И раскатаю его также чуть большего размера. Вот эти вот края я стараюсь так аккуратно ножичком подправить, закрыть начинку. Можно это делать обратной стороной ножа. Все разравниваю. Сейчас все сверху надо смазать желтком, и у меня здесь 1 столовая ложка молока. И очень тщательно смазываю сверху, чтобы потом у пахлавы был красивый цвет, чтобы она красиво подрумянилась в духовке. У меня от кисточки остаются такие разводы, поэтому я еще вот так вот руками хорошо все промажу. Сверху на тесто обратной стороной ножа я буду наносить рисунок, по которому потом буду разрезать пахлаву на кусочки. Традиционно пахлаву можно нарезать либо на ромбики, либо на квадратики, прямоугольники. Я буду нарезать ромбиками. Рисунок я делаю именно обратной стороной ножа, чтобы не прорезать тесто. Сверху на каждый ромбик выкладываю по половинке ореха, слегка его утапливаю. Эти орехи у меня не обжаренные, они обжарятся во время выпечки. И сейчас все я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Пахлава должна стать красивого светлого коричневого цвета. Посмотрите только, какая красавица пахлава получилась. И традиционно пахлаву сверху заливают либо сладким сахарным сиропом, либо медом. Для сочинской пахлавы обычно используют мед. Сейчас я ее покрываю сверху медом щедро и отправлю обратно еще в духовку примерно на 5-7 минут, чтобы появился такой очень красивый янтарный карамельный цвет у пахлавы. Вы только посмотрите, благодаря меду пахлава получилась такой блестящей, красивого, глубокого янтарного цвета. Просто великолепно. И пахлаву надо нарезать, пока она горячая. Тогда она не потрескается и будет очень красивой.
я разрезаю по вот этим разрезам, которые я делала. Как все пахнет! Конечно, удержаться, чтобы не попробовать хотя бы маленький кусочек, будет очень сложно. И теперь все оставляю до полного остывания. Я сейчас буду пробовать. Эта пахлава просто сама нежность. Рецепт, на мой взгляд, просто идеальный. Здесь все настолько гармонично. И нет приторной сладости, а только очень приятный вкус и аромат. Друзья, я всем рекомендую приготовить пахлаву по этому рецепту. Я уверена, она вам понравится. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!